Чтобы пережить тяжелый период своей жизни, избавьтесь от 3 навязчивых мыслей. А каких? Я вам расскажу об этом в этом ролике. Этот прием поможет вам повысить стойкость перед лицом невзгод, периодически обрушивающихся на каждого из нас. Доброго времени суток! Вы на канале КПД, с вами Дмитрий Паршуков. Если вы попали сюда случайно, то поставьте видео на паузу и обязательно подпишитесь на этот канал. Неудачи на работе, расставание, потеря близкого человека или жестокая и несправедливая критика – все это огромные препятствия на пути к счастливой жизни, о которой мы так мечтаем. Мы все хотим счастья. Мы все хотим, чтобы каждый новый день становился лучше, чем предыдущий. Но такие ситуации, как эти, тормозят наш рост и каждый раз отбрасывают нас на шаг назад. Что? Пап? Пап! Пап! Папа в больнице. Мой отец в больнице. Я не знаю, как он... Да, так что... Тем не менее, если мы посмотрим на все это под другим углом, на все эти разрушительные последствия после произошедших в нашей жизни определенных травм, потерь или неудач, мы сможем обнаружить то, что есть и выход из этих ситуаций. Я расскажу вам один способ, который поможет пережить тяжелые времена, быстро восстановиться и стать сильнее. Для большинства из нас характерны стереотипные реакции на выход из страданий. Мы либо склонны к кратковременной скорби с таким же скорым взятием себя в руки и продолжаем жить, либо, как большинство, застреваем в скорбном периоде в течение очень долгого времени, пытаясь не свихнуться и проговариваем «время лечит». Для того, чтобы побыстрее пережить этот трудный период и найти лучший способ восстановления, нам сначала нужно внимательно изучить причины этого состояния. Это поможет нам двинуться вперед. Вы можете пережить тяжелый период в жизни. Всегда есть план «Б». Когда людям приходится переживать смерть близких людей, расставание с любимым человеком, потери или неудачи, то наиболее правильным будет обращение за помощью к специалистам. Признавайте необходимость профессиональной помощи. Доктор Райдер, рад видеть вас снова. Должен пройти курс работы с гневом. Давайте так, сходите хоть на один сеанс, и я скажу, что я вас хорошенько проанализировал. Идемте. Да. Явится новичок, который тоже будет учиться изгонять зверя гнева из печенок. Если ваши переживания не утихают или даже усиливаются через 6 месяцев или больше, возможно, вам следует рассмотреть возможность обращения за помощью к специалистам. Вот некоторые признаки того, что вы нуждаетесь в профессиональной помощи. Вы испытываете глубокую печаль и чувствуете, что жизнь утратила смысл. Вы потеряли интерес к тому, что вам раньше нравилось, или перестали получать от этого удовольствие. Вы избегаете общественных мероприятий. Вам сложно справляться с повседневными задачами. Вы не в состоянии ухаживать за собой или своими детьми, или же не можете делать ни то, ни другое. У вас проблемы со сном или приемом пищи, или же и с тем, и с другим. Вы испытываете сильное чувство вины или гнева. У вас появились вредные привычки, например, злоупотребление алкоголем или наркотиками. У вас появляются мысли о самоубийстве или о причинении себе вреда. Вам могут помочь различные консультанты. К ним относятся социальные работники, психологи, психиатры, религиозное духовенство, а также арт-терапевты или музыкальные терапевты. Консультант может помочь вам справиться с изменениями восприятия вашей жизни, с уходом за собой или своими родными и с выполнением повседневных дел. Но если у вас по какой-либо причине нет такой возможности, то прежде всего нужно избегать ловушки 3П, которую называют ответом на большие потери или неудачи, или любое другое жизненное испытание, которое происходит с вами. 3П, стоящих на вашем пути к психологическому выздоровлению, для примера лучше всего описать через распространенную ситуацию распад любовных отношений. Счастье. Это слово обозначает чувство. А мы редко понимаем, что чувствуем в настоящий момент. Чувства быстро проходят и почти всегда искажаются в памяти. Кроме того, все чувства — это полное дерьмо. Первое «П» означает персонализацию. Персонализация – принимать все неудачи на свой счет. Как только наступает ужасное чувство потери, мы склонны реагировать таким образом, который включает веру в то, что мы виноваты. Независимо от ситуации, большинство из нас
сразу же обвиняют себя в неудачных отношениях. При персонализации нам нужно принять более объективную точку зрения для того, чтобы сломать привычку всегда обвинять самих себя. Я просто хочу быть счастливым. Но у меня ничего не получается. Может, так мне и надо. Вот так мне и надо. Например, в ситуации распада отношений мы должны понимать, что в конечном итоге речь идет о двух людях, и поэтому этот распад никогда не может быть виной одного человека. Всегда полезно поговорить с близкими нам людьми, чтобы услышать более объективное мнение. Вторая «П» связана с превосходством одной проблемы. Это когда чувство неудачи внезапно охватывает все аспекты нашей жизни. Хотя на самом деле, в настоящий момент, не так хорошо развивается лишь наша личная жизнь. Подобный подход аналогичен персонализации. Вместо того, чтобы жалеть себя и позволять негативу затмить другие аспекты нашей жизни, нам нужно взглянуть по-другому на ситуацию и найти даже самые маленькие плюсики, которые мы можем оценить. Например, если вы только что пережили тяжелый разрыв отношений, вы можете быть благодарны своим друзьям за их великую и настоящую поддержку. Этот метод не только сделает вас более стойкими, но и ваши дружеские отношения получат новое, более честное и поддерживающее измерение. Третье «П» означает постоянство. Мысль, что последствия неудачи будут длиться вечно. Причина, по которой у многих из нас возникает чувство после каждого разрыва отношений, что мы больше никогда не будем счастливы. Мне кажется, что я наблюдаю за всем со стороны. Как будто меня здесь нет. Словно я... Парализовано. Что касается постоянства, несмотря на то, что сложно увидеть свет в конце туннеля, когда вся наша жизнь, которую вы запланировали, разваливается, вы также можете преодолеть ее, но с другим настроем. В тот тяжелый период, который кажется, что останется навсегда, вам нужно вспомнить, что раньше вы уже переживали подобные сердечные разрывы, и вам удалось снова двигаться вперед, полюбить и доверять. В конце концов, вы так много узнали от каждого страдания, и вскоре вы осознали, что это, казалось бы, негативный момент позже привел вас к чему-то более удивительному. Увидеть перспективу в тяжелый период своей жизни не всегда возможно естественным путем. Но как только вы начнете практиковать эти и подобные принципы, вы сможете быстрее восстанавливаться в следующий раз. Пережить тяжелый период в жизни сложно, но это не значит, что не стоит пытаться. Хотя преодоление этих и подобных убеждений и реакции на невзгоды могут быть довольно сложными, это стоит усилий, поскольку награда приносит не только более быстрое восстановление, но и совершенно новую, более радостную перспективу, которую мы не увидели бы иначе. Поскольку наши мысли и убеждения создают 3П и заставляют верить в то, что мы не можем преодолеть горе и печаль и пережить тяжелый период своей жизни. Единственный способ по-настоящему избежать этого – пройти через каждую из 3П и найти встречную мысль, которая поможет нам увидеть другую перспективу и в конечном счете поможет нам повысить свою стойкость перед лицом невзгод. И еще, находите время на себя. Каждый из нас заботится о себе по-своему. Некоторым людям помогает физическая активность, например, прогулки или выполнение упражнений. Другие предпочитают общение с друзьями и родственниками или совместные трапезы и беседы. Вы можете освоить новые навыки, например, приготовление пищи или садоводства. Уделяя время поиску новых способов утешения и получения удовольствия, вы можете быстрее отправиться от горя, стресса и переживаемых вами неприятностей. Создайте систему поддержки. Переживать жизненные невзгоды в одиночку может быть очень сложным испытанием. Важно создать систему поддержки для вас и вашей семьи. Это может включать проведение времени с друзьями и семьей, участие в группе поддержки, обращение за консультацией к специалистам, волонтерская работа или участие в общественных мероприятиях. Продолжайте открытое и постоянное общение с теми,
кто может поддержать и поговорить с вами о ваших переживаниях. Это поможет вам оставаться на связи, пока вы переживаете случившееся с вами. А на этом все. Не забудьте подписаться на этот канал, поделитесь этим видео с друзьями, поставьте лайк или дизлайк на ваше усмотрение. До новых встреч!